Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. Еще раз хочу поздравить всех с Новым годом. И это уже 11-я серия Пиратов Черной Лагуны. Погнали! Эпизод 11. Рок-н-ролльная революция. Рок-н-ролльная революция. Ранапур. Банды со всего света воюют за этот город. Игра с хрупким Да мы балансом. уже поняли как-то. Ужасная трагедия. Вокруг здания все разрушено. Сообщают о 32 жертвах среди сотрудников посольства. 150 пострадавших вместе с ранеными. Ага. Заирская армия продолжает спасательную операцию. Сразу после взрыва террористического... А, серьезный удар. О, как. Это русские? Конечно, нет. Мы всегда были в прекрасных отношениях с мисс Балалайкой. Видимо, это их посольство взорвали. Я много пропустила. Нет, вот оно. Это причина О, всего. как. Ну-ка. Но это значит, что оно того стоит. Это я забрал у одного глупого болгарина, который пытался быстро поднять денег Болгарина? в моей территории. Насколько я помню, торговать оружием у меня позволено только Иоланде из церкви насилия. Так. А этот чего-то недопонял. А, понятно. И продавал оружие, как горячие пирожки, налево и Ну, направо. чувак не забашлял, скажем так. А мои предупреждения принял за глупую шутку. Ох, зря, чувак. Но когда пришло время колоть его орехи, он сразу все просек и согласился сотрудничать. Классика. Надо было сразу это сделать. Настоящий дебил. Но работка у него интересная оказалась. Какая? Болгарская разведка дач. Ага. Таким людям здесь раздолье. Обычно такие типы бывают полезны. Но эта игра обошлась ему дорого. Это он предложил в обмен на его орешки дач. Документы. Секретные документы? Стоп. Маршруты поездок одной интересной команды. Какой? Их работу сегодня все утро крутят по телевизору. Американское посольство. Опасная вещь. На самом деле этот тип работал с ними. В мире Они полно наткнулись людей, на которые чувака, хотят, чтобы который дядя был Сэм причастен к исчез. взрыву в Я им посольстве. передал, что они кое-что обронили. Но еще не выслушав условий, они предложили мне убираться, пока мою задницу не поджарили. Ага. А, ну хотел вернуть им за вознаграждение. И я им сказал, ладно, я ухожу. А потом мои офисы долетели аж до Иордании. А, Как и предсказывали, мне чуть не поджарили задницу, пока я сюда добирался. И это совсем не смешно. то есть из-за этих Вот, документов дальше дело устроили следующее. гигантский Тебе взрыв. нужно это доставить. 5 команд покинут Ранапур одновременно в различных направлениях. Кейсов 5. Настоящий 1. Отвлекающий маневр. Для И подстраховки. правильно. Ваша цель — филиппинская база на острове Базилан. Времени 2 дня. Затем связные из ЦРУ покинут остров. ЦРУ? Это очень мало времени, уважаемый Чан. Его всегда слишком мало. Сегодняшний взрыв посольства — только начало цепочки. Через 2 дня будет Они что, продолжение. перешли к... В конечном счете там планируется смена президента. Болгарии? Дядя Сэм обратился ко мне, потому что их посольство взлетело на воздух как Аполлон. Ага. Мы наняли человека, который отвезет груз на базу, когда вы приплывете. Рассчитываю на тебя, дач. Твою мать, они уже... У тебя Все, расходы оплачиваются все под... отдельно. Все вниз! Вот. Р, ПГ. П, Г. Короче, кому-то очень нужны эти документы. Какие они шустрые, уже здесь. Босс, вы целы? Твоя информация устарела, Чан. Работа отменяется. Ты отказываешься? Тогда тебе придется платить за ремонт. До катера я тебя провожу. Однако, давненько я не воевал. Ну, ты посмотрите, а этот... Где А черный этот кот? китаец... Я провожу, Чан. Ага, спасибо.
А этот китаец не лом деланный. О, с двурукой вместе, погнали. Да, уж не ожидал, что будут мочить болгаров. Или кто это вообще такие? Граната. Без паники, двурукая. В такой ситуации А он очень такой держит. испугаешься, погибнешь. Видимо, он очень хорошо знаком с Чан оружием. открыл дорогу. Идем. Ага, пошли. А Рок сзади. Что происходит? Давай, давай, пробегали, сзади, Чан. Ложуха. Стареешь, приятель. Не каркай, двурукая. Кто тут стареет? Ты, конечно, крута, но еще не знаешь всей ситуации. Ну куда уж мне. Я просто иду за тобой. Вот и славно. Я вызвал машину, отправляйтесь. Быстро в тачку и валим. Да уж, я бы предпочел лишний раз жизнью не рисковать. Хватит ворчать, Дач. Сейчас будет самое сложное. Скорей. Успехов, Чан! Ну, что за дела? Будешь на месте, не забудь пароль. А какой пароль? Пароль? Какой? Блин, вот надо же, а? Доедут 100%, и пароль не будут знать. Это что, пробка? Только не говорите, что это пробка. Да, я понял. А, нет. Наши люди нашли перевозчиков на шоссе. Можем их перехватить у Банкантанга. Это так. Странно. Работа должна была закончиться на взрыве штаба триады. Ну, Я не хочу обсуждать ошибки друзей. Ты недооценил этих простых бандитов. Этот Чан гораздо умнее, чем простые ты. бандиты. Вы триаду простыми Уважаемый бандитами называете? А не презирай его. Так говорил Мао А, Цзэдун. да. Читай его, Ибраха. Читать человека, который не верил в Бога, ни к чему. Но он был прав. И я тоже не верил в Бога. Ты мой товарищ, Таканака. Ладно. Стоит ускорить планы в отношении Америки. Невозможно. ФБР наблюдает. Если сейчас что-то сделать, все Что вы рухнет. за террористы такие? Из 5 маршрутов первым надо отбросить наземный. Лететь слишком рискованно. Остается море. Остается море. У тебя есть факты? Интуиция. Попрошу знакомого командира на А это Филиппинах. очень умный пидор. Морской путь. Надо им заняться. Это ветеран, который очень хорошо Это разбирается. последний шаг к изменению мира. Какой еще? Ага. Море великое, море широкое. Короче, Ты фанатик и пароль циник. слышал? Триада круче всех. Чан умеет себя вести и хорошо одеваться, но вот шутить... Да ладно? Но никто не совершенен, верно? Нашел их? Торпедный катер? Интересные друзья у этого Чана. И маршрут определил замечательно. Как мы и А это еще предполагали. кто? Теперь не придется менять планы. Я сейчас жду следующий самолет. Ничего без меня не А, это предпринимай. подставной. Нужно уточнить кое-что. Пока. А он же, Чан же отправил 5. Excuse me. Простите. Не дадите прикурить? Конечно. Вы Ему хана. тоже японец? Спасибо. А как вы узнали? Понял по жесту. А, он тот японец. Мы с семьей едем отдохнуть на остров Себу. Если с семьей, то это Сильный, далековато сильный от Лондон, Манилы. Гонконг. Но... Постойте. Мы раньше не встречались? У меня чувство, что я вас уже видел. Тебе хана, чувак. Да, я уверен. Кен-сан, да? Люди часто говорят, что я на него похож. Ну, до свидания. Прошу прощения. Пока.
Не угадал, парень. Если ты меня где и видел, то в полицейском участке. О-о. Скрывается от полиции. Террорист. Убийца. Так. Если честно, немного запутанная ситуация, я пока не полностью разобрался. Как я понял, взорвали посольство, но это просто был удар по Чану из-за того, что к нему в лапы случайно попали какие-то секретные документы, связанные с избранием президента в Болгарии. Тут я как-то так понял, я не знаю, сейчас я не уверен. Они попали к нему случайно, потому что какой-то дегенерат налево продавал оружие, а это вообще территория Чана. Чан позволил только этим церковным бабам с пистолетами торговать оружием. А тут какой-то дегенерат торговал оружием, и это оказался член болгарской разведки или кто-то там еще. И у него оказались все эти документы. Видимо, Чан сообщил об этом американцам, и американцы очень попросили его доставить эти документы к ним. Отметить хочу. Тут очень красиво показано взаимоотношения между криминальным миром и спецслужбами. Такое очень часто в истории имело быть, что невозможность официальных служб сделать какую-то вещь, они обращались к личностям, подобные Чану, и подобными Чану, и похожим на него криминальным элементам, которые имеют, скажем так, коды неофициальные, имеют жилку, имеют сноровку и способности, знания для того, чтобы совершать подобные рода незаконные операции. Я могу как аналогию вспомнить сам тот момент, когда, например, американская, итальянская мафия очень помогла во время Второй мировой. Очень помогла во время Второй мировой самому правительству. Оно очень помогало при освобождении Италии. Очень, скажем так, очень активно помогала. Очень активно помогала людьми, очень активно помогала ходами, очень активно помогала, скажем так, тайными тропами, ресурсами и своими каналами, своими связями прежде всего, на месте, своими связями. Так как итальянские узы — это очень крепкие узы, очень. Вот это просто один из таких мелких примеров. Я уверен, что Балалайка, как бывший спецназовец, 100% тоже сотрудничает с, как я понимаю, здесь новосозданной Российской Федерации. Тоже помогает как-то своими этими делами из патриотических соображений. Мне очень нравится сам тот момент, что здесь без прикрас абсолютно все показано, очень реалистично. Ну как очень реалистично, бои тут, ясное дело, такое, мягкое говоря, преувеличение, но очень-очень-очень ярко, броско, потому что это аниме, это должно быть красивый экшен, должен быть, это мультипликация кинематограф. Он должен быть красивым, ярким, и чтобы глаз радовался, но также очень приятно, когда сюжет не шаблонный тем, что умеют вставлять, умеют пользоваться реальными, скажем так, жизненными историями в угоду кинематографа. Вот когда правильно это могут показать. Здесь очень красиво это показали. Конечно, много объяснений было, но ничего страшного. Зато именно такие вещи происходят, имеют место быть. Кунай. Вот они, Дач. Достали уже. Хорошо. Это кто? Рок, принеси мне Ремингтон и бронебойные гидры. Так, за ними идут. Промазал. Попало. От хвоста мы избавились, но этого мало. Рок,
Мы будем приманкой и пойдем к Базилану. Вы с Реви сойдете в Замбуанге и доберетесь до Базилана на Зодиаке. Понял. А Рок уже спокойно очень. Браха, не слышу тебя. Приезжай скорее сюда. Таканака, где ты? Басилан? Слушай, там же наша диверсионная команда. Спокойно. Я в их лагере. За фонарем всегда темнее. Мы ждем нападений местных партизан. Ну и они тоже. Единственное место, где могут появляться американские империалисты здесь, это лагерь спецназа. Он за холмом. Я понял следующий ход Чана. Будет интересно. Таканака, это Я не игра. ничего не Это же понимаю. нарушение планов. Брат, это обмен пешками. И вообще, что наша жизнь? Игра. Следующую фигуру забираем. Что наша жизнь игра, отсылка к песенке Герцога. Вот упертый. Не песенка Герцога, а это из Тебе Германа, не это из, нравится, что же делать? это из «Пиковой дамы». Как только передадим документы, встречаемся с вами на Пушкин, базе. «Пиковая дама». Заберу вас, как только избавлюсь от этих. Переводчики от души. Да, ребята конкретно упрямые. Интересно, что там? Да уж. Мистер Чан прислал сообщение. Такое? Как только Рок вернется из Гальюна, скажи ему тоже. Ага, интересно, что. Прошу прощения. Рок уже более спокойный Цель движется во к всей северу этой вдоль ситуации. побережья Замбуанга. Привык. Значит, они прошли Базилан. Базилан позади нас. Они направляются куда-то к северу от Негроса. Продолжаем преследование. Хорошо. Но это не так. Они идут сюда. На Базилан. Больше некуда. Странно. Но это очень умный. Какое дурацкое место. Который час? Почти 6. Понадобилось больше времени, чем мы думали. Поселок должен быть впереди. Как здесь тихо. Безлюдный поселок-призрак. Последние 2 года здесь была мясорубка. Почему? Полиция и партизаны воевали друг с другом день и Ну ночь. и что? Люди попросту сбежали отсюда. В другие Это заброшенный города. город. Идеальное место для перестрелки. Давай, Рэби. Друг, враг, враг, друг. Кто? Давно ждете? Вы из Лагуны? Мне сказали, что вас будет 4. Да какое тебе дело? Да так. Только я, он и Кейс. Все. Не вижу твоего Не напарника. понял. Где телохранитель? Он побежал отлить. Лакает пиво, как минералку. Враг, прикидывающийся другом. Ладно, к делу. Триада. И что с ними? Неудачное время для шуток. Будешь дурить, физиономию прострелю. Ладно, не горячись. Просто шутка, обстановку разрядить. Триада круче всех, верно? Дурацкое у него чувство юмора. Не понял, он пароль Ты знает? тоже так считаешь? Хотя это мистера Чана не портит. Безусловно, мерзавец. У меня для тебя послание от босса. Я Тайшань Удзюнь. Знаешь, что это? Сюда явился бог смерти и несет возмездие. Я не знаю, где ты взял пароль, но Чан не дурак и не кретин. Для таких, как ты, у него новый пароль. Прокололся. Грубо работаешь, но Чан, улыбайся. лажуха. Можешь радоваться. Радуйся. Кажется, я немного увлекся. Девочка поймала меня в ловушку. Назад! Твою мать, твою мать! Придурок! Твою мать, все равно забрали.
Рок, козел, ты все испортил. Уж извини. А их много. Рэви, на всех патронов не хватит. Стрельба началась. Зачем? Не хочу. Ну Лейгар, ты кто еще? Меня ломает. слишком расслабился. Перед работой. Видимо, Не это надо говорить. настоящие ЦРУшники. Пока стрельба не кончится, не хочу ехать. Она умрет, денег не будет. Меня ломает. Нет, работа важнее. Блин, ее грохнуть могут, вы, дебилы, на похмелье. А ну-ка живо помочь, кто вы такие вообще? Давай, Рэви. Сколько же их? Рэви, держись. Рок, чертов придурок. Рэви, держись. Сестра, голову пригни. Ну, понятно, китайский стереотип. Женский сексуальный... Это ты наемный водила? Китайский стереотип. Ну не адвокат же, бываешь. Еще одна крутая Не надо! девочка. Сюда идет армия, уходим! Я слышал от мистера Чана, что вас 4. Где остальные 3? Планы изменились. И осталось 2. Одного поймали. Бедненькие. Едем прямо на базу. Хочу скорее попасть Никакой домой. базы. А где база? К северу от поселка, 6 миль. В джунглях, типа того. Не надо на базу. Вначале разберемся с этими. Правильно. Кто бы говорил. Передай это кавалерии, Мэри Рид. Доставить тебя на базу. Наша работа. Взять деньги. Больше То, что ничего. вам нужно, Документы твоего урока. напарника, ясно? Твоя моя, понимаешь? Уважаемая, типа того. Ага, стереотипы не любят. Не порти сиденье, Шэньхуа. Махать будешь на улице. Я плохо говорю, потому что с Тайваня. Голову от шеи отделить хорошо? Нет? Ты не поняла. Знаешь, почему босс тебя нанял? Документы. Если их не будет, Хрен вам. то мы тут все 3 придурков будем плясать перед боссом разные. Дали поддельный. А те на катере отправились с настоящими документами. Давай по-японски, приятель. Раз уж лезешь в такие дела, надо быть осторожнее, парень. Как будто он виноват. Ты же японец. Японец. Давно этим занимаешься? Да так. Кстати, правда, сколько он уже с ними? Кажется, мне не достучаться. Так и будешь молчать. Похожим людям стоит хорошо друг к другу относиться. Ну, короче, Рок держаться будет до конца. Да, сложно. Да. Рок у нас... Рок потихоньку начинает вливаться в местный колорит. Ну как вливаться? Он уже привык к тому, что к его виску наставляют пистолет. Парень определенно пока что не уклюж, стрелять не умеет. Не умеет вести себя в экстремальных ситуациях. Нет, почему? Нет, вру. Он умеет вести себя в экстремальных ситуациях, но не совсем. Во время переговоров экстремальных он умеет себя вести. А тут, ну что поделать? Ну не всем быть великими бойцами, ахиллесами, гекторами, как Рэви. Да, как Кристиан Бейл из Эквилибриума. Ну, на самом деле здесь мне нечего добавить к тому, что я сказал раньше. Мне нечего добавить к тому, что здесь очень ярко показана работа между спецслужбами и криминальным миром. Ну что поделать, это реальность. Так работают люди. Работают ради чего? Уже, если честно, с каждым годом все меньше и меньше верится, что ради общего блага, но откуда мы знаем? Может, им виднее, они крутятся во всем этом. Есть, вот снова здесь показали нескольких людей со своими идеологиями. Это аниме, между прочим, очень много демонстрирует разных личностей, которые, скажем так, ради своих благородных целей, ради многих чего. Тут религия, страна, империя, там и бог знает что еще, но в итоге все упирается в деньги. Абсолютно все. Вот сейчас каких-то мы террористов, этих революционеров, или кто это вообще такие, мы их увидели, и у них тоже там какие-то свои благородные цели, но в итоге это все упирается лишь в смерть и в ни во что. Вот ни во что не упирается.
Вот, к сожалению. Я не говорю, что абсолютно все это не упирается ни во что. Я не могу этого знать, в конце концов, я не так уж много знаю. И Бог знает, может быть, у некоторых и правда были благородные цели. Например, вот если вспомнить Махатму Ганди, который совершил для Индии воистину невозможное в свои времена, и это он сделал абсолютно ненасильственным путем, но насколько я знаю. Честь таким людям и хвала, которые могут менять мир, не проливая крови, и которые не убивают собственные души. Из-за иллюзий, ну как из-за иллюзий? Из-за понятий, созданными человеком, а не чем-то там божественным, который еще не факт, существует или нет. Снова же приношу извинения к людям с определенным типом идеологии, которые я тоже таким являюсь. Но ради такого убивать — это полный идиотизм. И это аниме очень-очень ярко демонстрирует. Ну, очень у него акцент на этом. Очень у него на этом акцент. Единственное, что до сих пор не ясно прошлое ни Реви... Нет, как с намеками ясно, но было бы подробнее, бы круче, если бы там Дача, Реви, Бенни показали бы намного ярче. Потому что, например, путем отсылок, путем каких-то моментов очень классно видно прошлое Рока. Очень хорошо видно. Ну что ж, это была 11-я серия «Пиратов Черной Лагуны». Спасибо, что смотрели это вместе со мной. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. Всего самого хорошего желаю. И увидимся уже на 12-й заключительной серии «Пиратов Черной Лагуны». Заключительный имеется в виду первый сезон. И после этого я планирую снять такой обзор «Пиратов Черной Лагуны». Не реакцию, а обзор. Подвести итоги первого сезона. Вообще, что это из себя представляет и так далее. Удачи!